Для начала подготовим картофель. Нам понадобится примерно 4-5 штук. Я уже заранее их помыла, и теперь нам нужно отварить картофель до готовности. В кастрюлю наливаем воду, добавляем немного соли и отправляем на огонь. Вариться до мягкости картофеля. Тем временем подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится капуста, примерно 400-500 грамм. Шинкуем капусту довольно-таки мелко. Можно просто ножом, как я, или с помощью специальной шинковки. Здесь как вам больше удобно. Вот такая вот капусточка у нас должна в итоге получиться. Перекладываем капусту в удобную глубокую емкость. Добавляем немного соли и хорошо обминаем капусту, чтобы она пустила сок и стала более сочной. Посмотрите, как должно в итоге получиться. В зависимости от сорта капусты вам понадобится разное время, но чаще всего на этот процесс уходит всего пара минут. Теперь немного замаринуем нашу капусту. Для этого будем использовать яблочный уксус, чайную ложку сахара и растительное масло, любое на ваш вкус. Хорошо все перемешиваем и оставляем до тех пор, пока подготовим остальные ингредиенты. Кстати, вместо такой маринованной капустки в этот салат я часто добавляю квашеную капусту. И если вы пропустили рецепт, как я квашу капусту, обязательно посмотрите видео до конца. Напомню вам этот рецепт. Ведь сезон квашеной капусты только начинается. Вернемся к остальным ингредиентам. Одну среднюю луковицу я уже очистила, и теперь нам нужно нарезать ее на тонкие полукольца. На сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем нарезанный лук. Хорошо все перемешиваем и добавляем чайную ложку сахара, чтобы лук хорошо закарамелизировался. На это уйдет примерно 5 минут. Вот и все, наш лук готов. Убираем сковородку с огня. Нарезаем огурчики. В этом рецепте можно использовать как квашеные, так и маринованные огурцы. Сегодня у меня как раз маринованные хрустящие огурчики. Понадобится примерно 5-6 штук небольшого размера. Так как у меня огурчики небольшие, нарезаю их на вот такие вот дольки. Теперь приготовим соус для заправки. Для этого нам понадобится растительное масло и молоко. Наливаем высокий стакан для блендера или другую подходящую для взбивания посуду. 200 мл качественного рафинированного растительного масла и 100 мл молока. У меня было оливковое масло. Также можно использовать смесь подсолнечного и оливкового масла. Обратите внимание, что молоко должно быть комнатной температуры. Взбиваем молоко и растительное масло блендером на высокой скорости. Соус сразу же прямо на глазах начинает густеть. Мне нравится, что майонез по этому рецепту готовится очень быстро, буквально в считанные минуты и даже секунды. Теперь остается добавить соль, черный молотый перец и горчицу. У меня с целыми зернами горчицы. По желанию можно еще добавить другие специи и пряности, например, сухой или свежий чеснок или зелень. Еще секунд 30 все взбиваем и вуаля! Холодный благородный соус на оригинальной молочной основе у нас готов. Картофель к этому времени тоже приготовился. Я уже слила воду и немного остудила картофель. И теперь можно очистить его от кожуры. Уже очищенный картофель нарезаем на вот такие вот небольшие кусочки. Не сильно мелко и не сильно крупно. Посмотрите, как за это время замариновалась капуста. Просто идеально. Теперь в емкость с капустой выкладываем нарезанный картофель, обжаренный ароматный лук и, конечно же, нарезанный огурчик. Заправляем салат вкуснейшим домашним майонезом и хорошо все перемешиваем. Очень вкусный, в меру пикантный и сытный салат у нас получился. Отличный вариант для гарнира к мясным и рыбным блюдам. Часто готовлю такой салат на обед или ужин вместо привычного гарнира. Обязательно попробуйте приготовить. Уверена, вам должно понравиться. А теперь обещанный рецепт моей любимой квашеной капусты, которую также можно использовать для этого салатика. Этот рецепт просто находка. Готовить капусту будем в собственном соку. В 3-литровой банке без сахара и уксуса. Этот рецепт, помимо того, что он очень полезный, так еще он и очень легкий и простой в приготовлении. Все пропорции идеально подобраны. Помимо отменных вкусовых характеристик, квашеная капуста может похвастаться богатым витаминным и минеральным составом. В ней есть магний, йод, аскорбиновая кислота, необходимые для поддержания иммунитета в холодное время года. Для этого рецепта идеально подойдет капуста позднего срока созревания, вес которой не менее 1 килограмма.
Такие плоды, как правило, очень сочные и вкусные. С каждого кочана я удаляю верхние листья. Они часто содержат следы механических повреждений. К тому же они не очень сочные. Теперь для удобства разрезаю качан на части. Форма качественной капусты должна быть округлой с приплюснутыми полюсами. Если сжать ладонями качан с обеих сторон, то можно услышать легкий хруст. Если подобного звука нет, такой овощ лучше не покупать. Теперь капусту нужно нашинковать. Измельчать можно любым удобным способом. Мне привычнее делать это ножом, но можно использовать специальную терку или комбайн. Сильно не дробите, мелко не всегда сочно. Нашинкованную капусту перекладываем в глубокую большую емкость. Теперь нам нужно вымыть морковь, очистить ее и натереть на терке. Я использую терку для моркови по-корейски. Не советую тереть морковь слишком мелко, тогда она может окрасить своим соком капусту. Натертую морковь перекладываем в емкость к капусте. Подготовленную нашинкованную капусту с тертой морковью нужно тщательно обмять руками, чтобы она пустила собственный сок. Не добавляйте много моркови в блюдо, иначе капуста не будет хрустеть. Как я уже говорила, квасить будем в 3-литровой банке. Это, наверное, самый удобный способ. В этом рецепте откажитесь от йодированной соли. Она медленнее взаимодействует с нашинкованными овощами, а следовательно ждать сокоотделения придется дольше. Вместо нее используйте обычную поваренную соль грубого помола. Для одной 3-литровой банки нам потребуется 1 столовая ложка соли. Запомните эту пропорцию. Это самый удачный способ, который не позволит вам не пересолить и не досолить капусту. Теперь слоями укладываем капусту с морковью в банку и пересыпаем солью. Так заполняем всю банку, но не до самого верха. Нам нужно немного места для сока, который будет образовываться во время квашения. Для подстраховки я всегда ставлю банку на тарелку. Теперь мы разместим банку на устойчивую горизонтальную поверхность и при комнатной температуре будем наблюдать, как происходит процесс брожения. Спустя 12 часов после начала процесса брожения капуста выделит достаточно сока. Иногда, если вы используете не совсем сочный сорт капусты, сока может быть недостаточно. Это не страшно. Тогда, если за первые 10-12 часов не образовалось достаточно сока, можно долить кипяченой воды комнатной температуры, чтобы она полностью покрыла поверхность капусты. Не забывайте, что квашение капусты – ферментативный процесс, который сопровождается выделением сероводорода. Чтобы помочь ему быстрее улетучиться и убрать неприятный запах от капусты, ежедневно прокалывайте смесь до дна банки. Квашеную капусту можно употреблять на 3-е сутки после того, как вы ее поставили кваситься. Но этот период может немного затянуться, если температура воздуха в помещении будет слишком низкой. Чтобы определить готовность продукта, периодически пробуйте его на вкус. Когда определите полную готовность блюда, убирайте банку в холодильник или в погреб. Одним из основных преимуществ квашеной капусты без сахара являются длительный срок хранения без холодильника – до 8 месяцев и меньшая калорийность по сравнению с той, которая готовится со сладким ингредиентом. Мой самый любимый салат с квашеной капустой очень простой. Думаю, так готовят многие. Немного лука, добавляю в салатник с капустой, немного ароматного растительного масла, сегодня у меня, например, оливковое, и хорошо все перемешиваю. Все, салат готов. Вкусно, просто и очень полезно. Конечно, квашеная капуста – постоянное блюдо в осенне-зимнее время года, но также наравне с квашеной мы готовим маринованный салат с капустой. Посмотрите этот рецепт, если вы еще не видели. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Спасибо, что смотрели это видео и были со мной. Надеюсь, вам понравился мой рецепт квашения капусты. Если так, тогда ставьте лайк, мне будет очень приятно. Я с нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях, ну и, конечно же, фото в Instagram. Всем приятного аппетита! Отличного настроения и до новых встреч. Пока-пока.